Представьте, открыт терминал, вы следите за графиком и хотите открыть сделку. В этот момент вас занимают два вопроса. Лонг или шорт и когда входить. Например, прямо сейчас можно? А если сейчас? Если да, то лонг или шорт? А как насчет входа здесь? Уже можно? А здесь? Может здесь? Вы, наверное, уже поняли, что без четких критериев можно бесконечно раздумывать, где войти. Поэтому сегодня поговорим о том, без чего нельзя открывать сделки. А начнем с выбора места принятия решения. Дело в том, что цена– это некий язык, при помощи которого рынок общается с игроками. И зоны максимумов и минимумов– важные элементы этого языка. Мне обязательно возразят. Уровни– это выдумка, они ничего не значат и не работают. Я с этим не согласен и прямо сейчас на пальцах покажу, что уровни реальность и объясню, как они работают. Перед нами видимая часть стакана цены. В красной области заявки на продажу, в зеленой покупки. Сейчас лучшая цена спроса 95, а лучшее предложение 96. Пусть на биржу поступила заявка на покупку 10 лот по рыночной цене. Что произойдет? Верно. Заявка выкупит эти 10 лот, и за счет этого цена вырастет. А что произойдет, если на биржу выставят лимитную заявку в 100 лот? Как думаете, цена изменится? Нет, цена не поменяется, потому что лимит– это пассивная заявка, но в стакане количество лот увеличилось. Пусть рыночные покупатели вновь пошли в атаку и выставили еще 10 лот на покупку. И их атака захлебнулась. Она была отбита большой лимитной заявкой. При этом цена не выросла даже на пункт. Как думаете, а если сейчас покупатели выставят заявку в 20 лот, цена сможет пойти выше и совершить сделки по 101, 102 или 105? Нет, конечно же, выше пойти в этом случае цена не может, потому что никто не будет переплачивать за такой же товар даже цент, если есть дешевле того же качества. Теперь, защитившие зону 100 продавцы пошли в атаку рыночными заявками, продав 10 лот. Покупатели не защитили себя большим лимитом, поэтому цена снизилась. Рыночная заявка на продажу ожидаемо снизила цену, после чего покупатели вновь выставили рыночную заявку на покупку 15 лот. Так как рыночная покупка была значительно меньше большого лимита на 100, цена опять не смогла пойти выше. Рыночные продавцы снова атакуют, выставив 10 лот. И цена снижается. Такая позиционная борьба– удел крупных игроков, но следы их борьбы дают подсказки нам, обычным трейдерам. Понимая, где размещаются большие лимиты, мы для себя определяем места для действия. Рассмотрим их подробнее и выясним, что нам там делать. Когда цена подошла к уровню поддержки в направлении тренда, можно около уровня выставить лимит на покупку. Предполагая, что в зоне большого максимума стоит большой лимит, и цена может не преодолеть уровень, поставим ниже заявку для фиксации части позиции. Но будет ли наша сделка правильной с точки зрения управления риском? Об этом прямо сейчас. Если стоп разместим сразу под уровнем, соотношение прибыли к риску будет около 2,5. Это хорошее соотношение, и с ним уже можно работать. Но если при том же входе и цели стоп поставим ниже, все меняется. И такую сделку открывать уже нельзя. Посмотрим, почему так важно, чтобы прибыль к риску была больше 2. Для этого проведем мысленный эксперимент. Пусть у нас есть мешок, в котором поровну зеленых и красных шаров. Условие такое. Если вытаскиваете красный шар, теряете $1. Если вытаскиваете зеленый шар, получаете $3. За каждое вытаскивание шара платите 10 центов. Несложные подсчеты позволяют увидеть, что в этой ситуации мы зарабатываем $90, если вытащим все шары из мешка. Теперь немного изменим эксперимент. Количество шаров и их пропорция та же, но за каждый зеленый шар получаем $1, и комиссия при этом не меняется. Делаем несложные подсчеты, и выясняется, что при таких условиях мы уже теряем $10. Главный вывод из этого можно сделать такой. Ключевой параметр в прибыльной торговле– это соотношение прибыли к риску в сделке. Теперь представим, что в мешке только 40 плюсовых шаров и 60 убыточных. Рассчитаем, какую минимальную прибыль при текущей комиссии мы должны получить, чтобы не терять. Запишем расходную часть. 60 убыточных на минус 1 плюс комиссия получается минус 70. Чтобы быть в минимальном профите, нужно зарабатывать хотя бы $10. Получается, что на оставшиеся 40 шаров нужно заработать $80. 80 делим на 40, получаем 2. Таким образом выходит,
Для того, чтобы не терять при 40 прибыльных сделках из 100, нужно, чтобы прибыль в каждой сделке была как минимум в 2 раза больше риска. Думаю, я сумел доказать, что оценка первой цели важна для выживания трейдера. Но бывают ситуации, когда по ходу движения цены нет графических уровней. Можно ли в такой ситуации оценивать, где цена столкнется с уровнем? Да, можно. Сейчас покажу, как сделать прогноз по первой цели. Для оценки хорошо использовать долго формирующиеся фигуры, такие как флаг или треугольник. Первая цель по флагу, скорее всего, будет в зоне одного диапазона. В случае треугольника откладываем самый широкий его диапазон. Этот уровень будет в нашем случае первой целью. Это может показаться магией, но часто работает. Попробую прямо сейчас это доказать. Знакомая картинка? Мы с нее начали вебинар. Признайтесь честно, многие ли из вас увидели здесь треугольник? А тем не менее он здесь есть. Теперь применим правила для прогноза первой цели. И вуаля! Напишите в комментариях, удалось ли увидеть треугольник без моей подсказки. А сейчас, для лучшего понимания, переходим к примерам. Они сделаны в виде теста, в конце подведем итог. Посмотрите на график и сделайте оценку по 3 пунктам. Первый – покупка или продажа. Второй – где будет стоп-лосс и где первая цель. Затем, зная, что прибыль к риску не должна быть меньше 2, подведите итог. Можно открывать сделку или нет? Готовы? Начали. Тренд вверх. В этом случае верно было открыть покупку от уровня. Первая цель на расстоянии 2 рисков. Второй пример, задача та же. Проведите мысли на уровне, определите тренд, а потом скажите, можно ли здесь открыть сделку. Если можно, то какую? Узнали график? Это тот же самый график, с чего мы начали, только немного изменил таймфрейм. Войти в лонг в данном случае хорошая идея. Пример 3. В покупку здесь можно было войти, потому что соотношение прибыли к риску около 2. Но сделка сомнительная, потому что лонг против тренда. Пример 4. Кажется, что сделка неплохая, но по соотношению прибыли к риску все не супер. Хотя ситуацию можно подправить, закрыв на первой цели большую часть позиции, выводя сделку из-под риска. Пример 5. Как раз тот случай, когда можно подумать, соотношение прибыли к риску микроскопическое, но вдруг повезет. Лучше на это не рассчитывать, потому что уровень – это большая заявка. Если она стоит против тренда, есть большая вероятность, что ее пробьют. Но если по тренду, то скорее удержится. В такой ситуации лучше было на цели выходить полностью. Пример 6. Тренд растущий, цена протестировала уровень до цели больше 2 рисков. Кстати, как вы думаете, почему это движение нельзя считать боковиком? Напишите, что думаете в комментариях. Пример 7. Обратили внимание, что примеры стали сложнее. В данном случае нужно было увидеть уровень сопротивления. С другой стороны, можно было подождать и войти на откате. Но я вам такой простой вопрос задавать не хотел. Пример 8. Очень хороший пример. Если в вашей сделке происходит нечто подобное, не нужно сидеть и упрямо ждать своей цели. Надо пересчитать сделку и выбрать то количество лот, что дает безубыток, и перенести цель немного выше. Первая ваша задача – убрать из сделки риск и только потом зарабатывать прибыль. Пример 9. В данном случае попались бы в ловушку те трейдеры, кто все время ждет разворота. Увидев уровень, они решили бы открыть сделку с целью выше. Но если оценили сделку по 3 критериям, то увидели, что вход не оправдан. Те, кто ждал входа в короткую, скорее открыли сделку от уровня на проторговке. Пример 10. Пример непростой, потому что просился лонг. Но ближайший уровень слишком близко, поэтому входить здесь неверно. Но если бы подождали немного, можно было войти стандартно. Как думаете, где можно было здесь войти? А сейчас подведем итоги по тесту. Если набрали меньше 5 баллов, тест не прошли. От 5 до 8 средний результат, лучше попробовать еще раз. 9 и выше баллов – отличный результат.